Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Это будет завершающее видео в 2025 году, и сегодня я хочу подвести итоги, свои итоги, каким для меня 2025 год оказался в творчестве. Что было нового, необычного, интересного, что я узнала, изучила, попробовала. Вообще психологи рекомендуют подводить нам итоги каждого года, записывать свои удачи, неудачи, ставить цели на будущее, делать какие-то выводы. Я хочу подвести итоги именно в творчестве. В прошлом году одна из моих подписчиц написала мне в комментарии, что: Татьяна, было бы интересно, если бы вы сделали видео по итогу года, сколько изделий вам удалось связать за год. На самом деле, за все время ведения своих каналов я никогда подобные видео не снимала. И действительно подумала, что мне и самой будет интересно подвести в конце года подобный итог. Ну что ж, если говорить по объему извязанной пряжи за 2025 год я извязала 10,5 килограммов пряжи. Это хороший достаточно объем, учитывая то, что очень много у меня изделий, которые имеют небольшой вес. Я люблю изделия легкие, воздушные, струящиеся. И когда я начала достаточно много, я сейчас вяжу практически только из бобинной пряжи, изучая эти необыкновенные составы, как правило, бобинной пряжи уходит совсем немного. Если говорить по количеству изделий, то в этом году у меня связано 33 плечевых изделия. Взрослых, больших. Кроме этого, 6 детских изделий. Связано 12 аксессуаров, это шапки, шарфы. И еще, кроме этого, связаны мелкие работы, такие как салфетки, игрушки, мягкие игрушки, носки. И еще я вязала косметички. То есть год был достаточно плодотворным. Я не буду сейчас вам показывать все свои работы, но я буду вам вставлять фотографии тех работ, о которых буду говорить. Я взяла блокнот, вот совсем обычный блокнот, и каждый месяц, вот у меня здесь написано 2025 год, январь, и дальше я каждый месяц писала, какое изделие я связала и сколько по весу весило это изделие. И давайте с самого начала, с января месяца я буду вставлять фотографии, рассказывать быстренько о своих изделиях. Первым изделием в январе было платье с ярусной юбкой. После того, как я связала летнее платье солнечное, очень многим понравившееся, это один из популярных моих платных мастер-классов. И это платье я обожаю, я его ношу с превеликим удовольствием, я всегда получаю массу комплиментов. Я решила попробовать связать такую же конструкцию теплое платье. Но лично для меня такая конструкция оказалась не совсем комфортной по той простой причине, что при малейшей холодной погоде, под эти ярусы задувает ветер, мне, например, холодно. Все-таки я поняла, что для меня лично самый носибельный вариант теплого платья – это платье прямого покроя. Либо слегка, чтобы была юбка трапеции, например, как в моем платье «Белый песок». И на сегодняшний момент это платье самое носибельное и самое мое любимое. Следующее изделие – это джемпер с жаккардовой круглой кокеткой. Пряжу, которую мне подарила Ирина, моя подписчица, это джемпер Эльза. Очень красивая круглая кокетка. И вот сейчас мне опять же хочется связать какое-то изделие с
опять с жаккардовой кокеткой. Я думаю, что такое изделие у меня обязательно будет. Джемпер очень любимый, носибельный, в нем очень комфортно. Третье изделие. И это еще для меня было новым. Я в начале года участвовала в совместном проекте у Люды Прижевской, где она обучала технике вязания, технике свинг. Для меня это было первым изделием, но я его немножечко изменила в своей интерпретации и перевернула узор. Я очень люблю поперечное вязание, у меня немало изделий в подобной технике, выполненных и крючком, и спицами. Мне очень интересна эта техника, и, конечно, мне хотелось попробовать эту новую технику. И я связала в рамках этого совместного проекта свой кардиган, который впоследствии у меня забрала моя мама. Представляете? Он ей очень хорошо подошел, и она сказала: ты себе еще свяжешь что-то интересное, а это, пожалуйста, отдай мне. Ну, как я вот маме не отдам. Поэтому теперь у меня форсит в этом кардигане мама. Следующее это тоже в технике свинг. В рамках данного же проекта Люда составила схему на шапку и на шарф и шапку. И я связала для дочки. И как бы, да, шапка у нас очень хорошо носится. И в этом сезоне тоже так же. Вот шарфы просто Алиса стала отвергать и надевает, но реже гораздо. Дальше месяц февраль. Уже начиная с февраля я потихонечку готовлюсь к весне. Но еще не забываю про холодное время года. Я связала для дочки джемпер из подаренной пряжи мне от Ирочки Бранд. Это розовый джемпер. Пряжа полухлопок, французская. Называлась Малу. Я и джемпер также назвала Малу. Следующий мой джемпер с круглой кокеткой. Это розовый вереск. Обалденная кокетка, тоже очень популярный мастер-класс. И это очень красивое изделие. Я его достаточно часто надеваю. И самое главное, что данный джемпер очень хорошо смотрится и с юбкой, и с брюками в разных цветовых решениях. И с бордовыми, и с брюками цвета капучино, и с черными. То есть очень хорошее изделие. Ну а затем я стала пробовать вязание техники свинг. Мне захотелось попробовать что-то со своим узором, и я создала изделие в поперечной технике, которое назвала Паулина, из двух классных видов пряжи. Первое — это шелк, стопроцентный шелк Малбери, и это для меня было новое, что я попробовала в 2025 году. И очень много вязала из этой пряжи, из шелковой пряжи, я имею в виду, разных артикулов. И вторая пряжа секционного окрашивания, тоже очень классная, которую мне подарила моя вязальная подружка Леночка с канала Вязалки-провинциалки. И это изделие, ну вот, это мега популярное изделие, я считаю, одно из просто востребованных на моем канале. Сколько я услышала разных комплиментов. И это изделие, это, да, моя маленькая победа. Все, что новое, потом, когда ты создаешь, да, свое, это, конечно, очень и очень здорово. Так, эти две пряжи себя друг друга дополнили, что получилось великолепное изделие. Шелк вообще сам по себе очень классная пряжа.
И когда я попробовала несколько изделий связать, я поняла, что шелк — это моя пряжа. В следующем месяце, в марте, я связала льняной джемпер с пайетками, коралловый джемпер. Он такой нарядный получился и за счет цвета, и за счет пайеток. И я его надевала и летом в прохладную погоду, и весной, и осенью. Очень тоже я люблю это изделие. И лен — это тоже пряжа, которая мне подходит на 100%. Потом я связала куртку для дочки. Я распустила свое буклированное пальто, потому что оно оказалось неносибельным для меня. И связала дочке куртку. Вот она ее обожает. Это ее любимое изделие. Я думаю, что мне придется в этом году ее удлинять по рукавам. У меня еще осталась пряжа, а вот по низу даже не знаю, смогу я это сделать или нет. Посмотрим. Она на кнопках, что очень хорошо. Может быть, у меня получится ее удлинить и снизу. Она обожает и говорит, это моя любимая курточка. Вот ничего ей другого не надо. Она бы носила только ее. Затем я связала палантин в очень интересной технике, которую назвала швейцарский сыр. Такими дырками. И мне он очень нравится. И я его надевала и в прошлом году, и по осени в сезон тоже его надевала. В апреле я опять продолжила работу с шелком. И уже решила попробовать шелк в крючке. Связала кофту на запах. Пряжа называлась, этот шнурочек назывался Катанелла, и я так и назвала и кофточку Катанелла. Как она красиво смотрится с красным цветом, с красным топом. Я пробовала разные интерпретации, черный, белый. Но так как она смотрится с красным, это вообще шик и блеск. И вот этот образ, который я показывала, он, наверное, самый удачный с этим изделием. Хотя на самом деле я ее вязала к юбке, но с брюками, с красными смотрится гораздо лучше. Я готовилась к Пасхе и связала 2 салфетки. Первая у меня до сих пор в обиходе, в моей корзиночке, а вторую я связала и думаю, что в следующем году я уже другую салфетку в корзиночку положу, когда поеду освещать разные яства. Мне, кстати, очень понравилось. Первая салфетка у меня связана из ириса, очень тонкого, но я обожаю в крючке тонкую пряжу. А вторую ниточку я взяла потолще. Конечно, салфетка связалась гораздо быстрее. Она мне тоже нравится, голубого, нежно-голубого цвета. Но из ириса все-таки мне, так скажем, ближе, да, по моему мироощущению. И в конце апреля я связала жакет оранжевого цвета с добавлением жаккарда. Но, наверное, за все это время я его надевала только трижды. Такая классная по составу пряжа, смесовка. С шикарного просто состава, но как-то вот по ощущениям я не испытываю комфорта. Нет в ней, вот знаете, хотелось бы, чтобы ты надел и тебя изделие как будто бы, вот знаете, обняло мягкими-мягкими своими ручками. Здесь такого нет. Он очень теплый, но мне хотелось чего-то вот такого яркого, но вот чего-то как будто бы не совсем то, что я хотела. Наверное, вот так скажу. Мне не очень нравится именно по качеству вот эта смесовка пряжи. Ну, как бы он есть, и пусть он будет. Вот пришла моя помощница меня отвлекать. Дальше май месяц. Это уже месяц, который
Вот она, наша красавица, которой очень интересно, что я тут делаю, да, и с кем я тут разговариваю. А в мае уже идет у меня подготовка к лету. И первое, в мае мне захотелось связать свои остатки пряжи. Я как-то что-то искала и стала разбираться в остатках. Думаю, господи, сколько у меня остатков хлопковой пряжи, но нужно же что-то с этим делать. Первое, я связала кофточку из остатков пряжи. И чисто для дома, чтобы ходить дома. Но вы представляете, моя мама, это я недавно совсем обнаружила, потому что я ее действительно ходила дома. Моя мама постирала белье и бросила эту кофточку вместе со всем бельем, когда идет там стирка, ну, например, цветного с оборотами 1000, да, когда обороты 1000. И тут я что-то захотела ее надеть, а она мне вот так. Как у меня хохотала моя дочь, когда я надела. Говорю, Алис, может быть, ты возьмешь? Потому что она вот так вот просто, представляете, как хлопок уселся. Думаю, ну ничего себе. Вот поэтому я свои изделия в машинке не стираю. Однажды я постирала хлопок вместе с хлопковыми вещами, и я достала, мне показалось, как будто цвет потерялся. Нет, я бросила это дело и стираю только изделия руками. Но изделие было связано. Дальше я вязала косметички. И связала несколько блузок из шелка. Первая это Глория. Я взяла узор лакшери рвань и буретный шелк. Очень носибельная блуза. Я ее очень, в общем, носила, так скажем, много и очень комфортно в этих изделиях. А вторая блуза Шелли из 100% шелка Малбери со спицами. Она классная, она шикарная. Вот когда я ее надевала, настолько в ней комфортно, но единственный минус у подобной пряжи, именно если связана с спицами. Любая вещь, которая может зацепить, да, это сумка, например, которую вы повесили. Даже если она будет гладкая, если она будет соприкасаться, то будут здесь такие какие-то, как не то что катышки, а будет такая деформация. Легко цепляется за какие-то вещи. Хорошо то, что после стирки, когда стираем шелк, он как бы сам себя лечит, и все эти затяжки уходят. Но мы завели вот эту животинку. Она была совсем маленькая, коготочки у нее были острые. И как-то я на работу, наверное, собиралась, была в этой блузе, и она зацепилась коготком и вытащила такую огромную затяжку. Я плакала, я вам честно скажу. Я когда увидела, это просто было что-то с чем-то. Как? И, скорее всего, вряд ли я уже смогу, да, эту затяжку каким-то образом убрать. Она, конечно, лежит у меня эта блуза, но я поняла, что если именно из этого шнурка вязать, то нужно сочетать с другой пряжей. Например, как я связала паулину, там вообще никаких проблем нет. Ничего не цепляется. Видимо, одна пряжа другую держит очень хорошо. И шелк свой эффект дает, но секционная пряжа держит этот шелк и не дает никаким внешним факторам эту блузку испортить. А вот блузка, связанная полностью спицами, к сожалению, это чревато вот такими последствиями, что будут затяжки. Это только на выход куда-то. Вот если такую вот связать спицами, это только на выход. А я ее носила очень много. И еще я связала в мае для дочки ажурный кардиган. Дальше у нас начались летние месяцы, и я продолжила тему с остатками пряжи и связала платье.
Из остатков пряжи в технике поперечного вязания платье тоже очень многим понравилось. Мне и самой понравилось то, что получилось. И я решила, что если я летом поеду, да, отдыхать, то это вполне сойдет за пляжную тунику. Но, к сожалению, летом не получилось как бы эту пляжную тунику надеть, потому что место отдыха, куда мы выбрали, море было очень холодным. Для меня это не мое. Я не пойду купаться в холодную воду. Нет. А просто лежать на пляже, я такого не понимаю. Поэтому я это домашнее платье только дома и надевала. Из буретного шелка я связала майку пломбир. Тоже классная маечка. Такая легкая, невесомая. И, конечно, эта майка одна из моих любимых для лета. Кофточка Соломея. Когда я увидела в магазине, где продают итальянскую бобинную пряжу, мягкий лен, меня просто зацепило любопытство, что это за мягкий лен, что это за пряжа. И я решила попробовать. Заказала себе 2 цвета, желтый и такой красивый яркий голубой. Из желтого я добавила к нему хлопок пиуму, чтобы сделать цвет поярче, потому что у льна он был такой приглушенный. И связала красивую кофточку круглой кокеткой. Тоже очень популярное изделие, но очень красивое. Я его часто надеваю, когда я снимаю свои видео. Мне очень тоже нравится эта вещь. И, конечно, я буду с удовольствием ее носить и дальше. Еще косметички я вязала. Косметички уже на основе. И они оказались более, так скажем, практичными, может быть, более востребованными. Еще я связала пижамницы в подарок. 2. Одну для внучки своей коллеги, а другую для родственника, так скажем, для своего родственника. Летом в июле я связала для себя майку из классного, шикарного состава крапива на шелке. У меня есть майка, связанная из крапивы с вискозой. И это обалденный состав. И сколько я не искала, я ничего подобного не находила. А тут как-то я увидела крапиву на шелке. Ниточка, конечно, тончайшая, и цвет такой красивый, потому что для крапивы это большая редкость. И когда я связалась с продавцом, оказалось, что это моя подписчица и зрительница Елизавета. И Елизавета предложила мне, я купила, по-моему, да, мне удалось купить 2 бобинки, а потом Елизавета написала, что у нее есть еще, по-моему, 50 или 60 граммов, и она бы мне прислала. Я согласилась, но Елизавета мне прислала столько пряжи шикарной. И, конечно, в преддверии нового сезона я обязательно буду пробовать эти составы. Уже что-то я попробовала, и вот сейчас у меня на очереди будет кашемир на шелке. Я думаю, что это как раз будет круглая жаккардовая кокетка. Я просто мечтаю, и я вижу это изделие, и я очень хочу его связать. Дальше большое изделие, которое связано, это сарафан Надежда, Незабудка или Надежда. Здесь я написала Незабудка, но, по-моему, я его назвала Надежда. Шикарный сарафан из мягкого льна. Ой, какой он красивый! Какой он получился шикарный, этот сарафан! Просто супер! Я в восторге от этого изделия.
в июле я со своей семьей поехала отдыхать в прекрасный, замечательный, красивый город Калининград. Кроме этого, еще мы жили в Светлогорске, мы свой отпуск разделили, и это замечательная была поездка еще и тем, что именно на Балтике состоялась наша официальная встреча с моими девчонками, с подружками. С Леной мы уже увиделись во второй раз, а с Людой впервые. Такая у нас была классная встреча. Мы так хорошо пообщались, посидели, как будто мы друг друга давным-давно знаем. И я надеюсь, что наши встречи вживую еще будут и не один раз. Так, иди, моя дорогая, ты мне уже мешаешь. И когда я полетела в Калининград, я с собой взяла пряжу. Пряжу я взяла, которую мне подарила Ирина. Мы с Леной в конце прошлого года организовывали новогодний обмен подарками. И вот Ирина мне прислала пряжу бамбук. Бамбук, наверное, и ПА 50 на 50 белоснежного цвета. Я решила связать себе джемпер со спущенными петлями. Я его связала именно пока мы были на отпуске, белоснежный, красивый. Схема в интернете очень часто встречается. Я попробовала, и это изделие тоже мне очень понравилось. С джинсами прекрасно смотрится. Для лета такой, знаете, свободный стиль, более такой спортивный. Ну, в нашем гардеробе должны быть разные вещи, да, согласны? Ну, а дальше месяц август, и в августе я уже начинаю готовиться к осени, но пока еще к теплой осени. И первое я связала жакет, который назвала а-ля Гуччи. Не потому, что я это увидела именно у этого дизайнера, нет. Я купила пуговицы как раз, да, с этой символикой, поэтому так и назвала. Жакет связан в технике поперечного вязания с вингом, и здесь был мой большой эксперимент с пряжей. Я купила пряжу Пима ярко-оранжевого цвета и решила совместить как раз с пряжей секционного окрашивания, которая у меня осталась от Паулины. Мне очень понравился этот эффект. Конечно, он яркий. Да мне этого и хотелось. Но жакет, я его обожаю. Я его осенью очень часто надевала. И одна из моих коллег сказала, вот он мне напоминает восточный стиль. Прям как восточная сказка. Очень многие, когда видят, говорят, ой, какое красивое изделие. Кто-то говорит, такое необычное. Одна коллега сказала, вам очень идут яркие цвета. Это ваши цвета. Это тоже одно из моих достижений 25-го, когда я стала пробовать новые для себя цвета, не бояться этих цветов, потому что как-то я избегала очень ярких оттенков, но как я полюбила красный, сейчас еще и оранжевый, и я думаю, у меня еще будут изделия в таких ярких цветах. Джемпер для дочки, крем-брюле из полухлопка, я его ей вязала специально в школу, чтобы был такой легенький джемпер. Ну а потом, опять же, проба чего-то нового из подаренной пряжи шикарного состава. Кашемир. Как многие мечтают попробовать эту пряжу. Я тоже отношусь к таким же вязальщицам, рукодельницам, которые очень любят пробовать новую пряжу. Но когда у вас
ее в ограниченном количестве, и нужно что-то придумать, что-то связать. И долго я думала, было несколько вариантов, а потом, как-то, знаете, быстро мелькнула идея, и я связала джемпер-дуэт. Конечно, он получился и короткий, потому что пряжи было немного, и рукава мне получились 3/4. Но как бы он очень хорошо под кожаную курточку, как бы если я его надевала, да, вот под кожаную курточку очень так хорошо смотрелся. Но я понимала, что кашемир картный, что он будет разбухать и, скорее всего, будет подсаживаться, и все равно он будет мне, да, так скажем, маловат. Ну и здесь такой вот случай или такая ситуация была. В общем, я этот джемпер подарила своей дочке. Мне очень многие писали, что дети не понимают, что такое кашемир, зачем вы отдали. Вы знаете, у меня нет такого, знаете, привязанности к вещам. Вот если это кашемир, все там в рамку надо врезать и не надевать. Мне нет такого. Зато на Алисе это смотрится как полноценный джемпер в стиле оверсайз, то, что любят сейчас очень многие, и моя дочь не исключение. Ей очень нравятся такие изделия, легкие, свободные. И вот когда она его надела, сейчас это ее любимый джемпер. И если начинается вопрос, в чем она пойдет в школу, она чаще всего выбирает именно этот джемпер. Она говорит: мам, мне в нем очень комфортно. Он очень мягкий, в нем не парка. Но я очень довольна. Конечно, кашемир, как и любая натуральная пряжа, да, закатывается, но у меня есть чудо-машинка, которую мне подарила Люда, и раз в неделю я вот эти все катышки убираю. Замечательно все убирается. Поэтому этот джемпер, он в семье, но не на моих плечах. Ничего страшного. Я себе обязательно как-нибудь сделаю подарок, куплю себе 100% кашемир и свяжу какое-то интересное изделие. Это обязательно будет, я знаю. Так случилось, что время от времени мне мои подружки или какие-нибудь подписчицы мои дарят носочную пряжу. Носки я вяжу крайне редко. Вот сейчас декабрь, видите, я сижу как перед вами. У меня очень тепло в квартире. Когда включают отопление, у нас очень тепло. Я хожу в шортах, в майках, в футболках, с босыми ногами. Носки мне нужны в межсезонье. Вот если в межсезонье холодно, когда нет отопления, ой, здесь можно как в капусте одеться. Но пряжа-то у меня растет, прибывает, а я ее никак никуда не реализовываю. Решила я, надо вязать носки. И связала целых 2 пары носков, представляете? Одну я связала из классной пряжи с добавлением мохера. Они такие мягкие. Вот если будет холодно вдруг, это именно такие, знаете, диванные носочки. Я бы их надела, на диванчике бы сидела. Ходить так в них жалко, конечно. А вторые я связала с добавлением альпаки. И они тоже такие тепленькие. Так что носки я тоже вязала. Ну, а потом у нас появилась Джесси, и она маленькая, и тоже я тут ей вязала жилеточки разные маленькие. И связала еще одну игрушку. В сентябре, сентябрь у нас был теплый, я связала себе джемпер из 100% буретного шелка Лейла. Шикарный джемпер, великолепный. Для весны, для осени, ну и для прохладного лета этот джемпер будет великолепный. Зимой нет. Нет, это не мой формат. Я зимой зяблик, мне нужна теплая пряжа. Ну и здесь же в сентябре носки, и еще для собачки несколько изделий.
В сентябре я связала желтый джемпер из мохера. Мохер — это тоже одна из видов пряжи, которая мне полюбилась, и мне очень нравится. Из ярко такого красивого желтого цвета я связала кофточку, украсив ее кружевом. Давно-давно у меня такая была идея. Я ее по осени, и еще когда, ну, пока было возможно, зимой, опять же, я не надеваю, мне в таких изделиях холодновато. И я связала еще шапку. Только сейчас я не вспомню, какая шапка. Написано шапка, но какую шапку я связала? Наверное, лисью шапку я связала. А в октябре из шикарного состава мохера на шелке мохер Аврора. Там нет шелка. Мохер Аврора и шелк Шопе. Соединив эти две ниточки, у меня получился джемпер Есения. Красивый, нарядный, очень красивый джемпер. И действительно, он в разряд нарядных очень даже хорошо подходит. Так, ну и здесь я продолжила еще курточку для Джесси связала и шарф. Ну, тут как раз Алисе я вязала на осень, но не зашел. Вот она просит простые какие-то вещи, а по факту, когда я вижу, вот она надевает, мне не нравится, как они смотрятся, эти простые вещи. И я решила, что я буду использовать, не буду я ее спрашивать, я ей свяжу узором. Главное, чтобы не было никаких помпонов. Вот, потому что получается так, что я связала, она потом начинает, да вот, мне не очень нравится. Зачем я тогда вязала и тратила свое время, да? Я связала джемпер в октябре, джемпер зигзаги. Здесь две пряжи, Baby Merinos и полностью связанный жаккардом джемпер. Он очень теплый. Он такой получился теплый, вот он хорошо как раз подходит на холодное время года. Потому что я как-то его надевала на работу, когда еще было, так скажем, не очень холодно, и я просто в нем ужарела. Ну какой он жаркий. Шарф из пряжи Поэма Кашмира. Я его сейчас, это самый носибельный шарф, потому что он настолько тактильно приятный. И вот я к нему стала подбирать. Я, конечно, поняла потом уже сейчас, когда прошло время, все-таки не надо было жмотничать и купить 2 мотка. И пусть бы у меня осталась эта пряжа, куда-нибудь бы я ее потом использовала. Я поняла, что шарф, одного мотка мне на шарф вполне хватило. А на шапку нужно было совсем чуть-чуть. И я подумала, ну куда, да, пряжа очень дорогая. А потом пожалела. А теперь ее нет в продаже. И только шарф. И вот я связала одну шапку, но она простоватая получилась, на мой взгляд. Нет, как бы я ее надевала неоднократно. Мне нравится голубой цвет, но все-таки, если было бы, да, такое же сочетание, как у шарфа, это было бы гораздо лучше, ну, на мой взгляд. Еще я связала шапку в подарок. Я вязала летом палантин из стали шальпаки, связала шапку в подарок и подарила. В ноябре я тоже вязала шапку, шарф, тоже в подарок из пряжи Imperial Merino от Ернард. И я связала костюм яркого василькового цвета. Он получился очень красивый. Это первое было мое изделие, именно с брюками. И я сделала для себя определенные выводы. Нужно искать подходящую пряжу, нужно пробовать, так я скажу. Нужно пробовать. Это для меня был пробный вариант, именно попробовать связать брюки. Но я говорила о том, когда об этом изделии,
что если бы я стала вновь вязать из подобной пряжи, я бы уже взяла 7-8 нитей. То есть полумеринос все-таки нужно понимать, что полумериносовая пряжа, она не имеет такого хорошего раскрытия, она не заполняет эти воздушные пространства. Но я надевала, сегодня, например, я ходила на работе, и все обратили внимание, меня разглядывали. Мне он нравится. И пусть он у меня будет как, да, пилотный проект, но я для себя на будущее решила, если буду обязательно вязать еще себе костюм, самое главное подобрать хорошую, правильную пряжу. Вот. Но костюм очень мне нравится, красивый. Ну и декабрь. Декабрь, да, я связала для дочки комплект шапку и манишку. В результате мы носим только манишку. Шапку она попросила простую, но она надевает, и как смотрится, мне лично не нравится. Я ей предложила шапку свою, которую я вязала, такую серебро, она с блестками. Вот блестки ей не нужны, пайетки ей не нужны, помпоны ей не нужны, вообще одни капризы сплошные. Ну, думаю, ладно. И ходит она, манишка у нее одного цвета, шапка другого цвета. Благо, что шапок у нее много. Я связала себе шапку из ангоры. Красивая. Я тоже очень часто... Ну, сейчас это моя любимая шапка. Я ее очень много и активно ношу. Белый джемпер для дочки. Я говорила, что я решила, раз уж лицевая гладь, то придумать для себя хотя бы какую-то новую технику. Я вязала нулевым регланом. Суть нулевого реглана то, что горловина получается лодочкой. И при вязании изделие как Хейвард, да, за счет того, что все-таки регланные линии, они более длинные получаются. Да, джемпер получился такой свободненький. Не балахон, конечно, нет. Он хорошо смотрится. Но я говорила, если мне понравится, как смотрится на лисе, я, может быть, себе что-то свяжу нулевым регланом. Не буду я себе вязать нулевой реглан. По какой причине? Горловина очень близко, вот она прям к горлу. А я не люблю, когда так горловина. Мне не нравится. То есть вот она прям вот по горлу получается. Ну, Алиса очень довольна, что у нее появился белый джемпер. И она сказала: мам, в нем очень комфортно. Ну, там пряжа у меня хлопок, полухлопок и ниточка мериноса. В завершении года, в декабре, я участвовала еще в одном совместном проекте. Опять же, у своих вязальных подружек, которые организовали этот совместный проект «Новогодний креатив». И здесь нужно было связать изделие. Ну, на мой взгляд, это должно было быть изделие какой-то необычной формы. То, что я еще не пробовала, не делала, не вязала. Новогоднее, значит, это должно было быть что-то нарядное. Я для себя поставила такие цели и связала, ну вот, на мой взгляд, вообще очень получилось шикарное изделие, необычное по конструкции, оно действительно нарядное. Когда я пришла в школе, я надела юбку атласную шоколадного цвета и этот джемпер. Мне сказали: как вы сегодня элегантно выглядите. Мои ученики из среднего звена на меня смотрели такими глазами: Татьяна Вячеславовна, почему такая нарядная? У моих деток была новогодняя елка, и я сделала прическу, вот, оделась так, конечно. Массу комплиментов я получила, и я так довольна, что я попробовала вот эту необычную конструкцию. Я хочу ее повторить в летнем изделии. Обязательно я повторю это в летнем изделии, потому что, ну, великолепно просто. Нарядно, необычно, элегантно. Все здесь есть. И
я так почему-то, когда вязала вот этот узор, он мне напоминал лепестки миндаля. А миндаль я очень люблю. И я думаю, пусть этот джемпер будет с таким названием «Миндаль». Красиво? Красиво. И в завершение еще у меня еще один джемпер из красивой для меня новой пряжи секционного окрашивания. Это джемпер. И я пока еще на данный момент не придумала название этому джемперу. Сначала я думаю, назову я этот джемпер «Врата времени». Но так как я совместила технику жаккарда, добавила еще пряжу, то как-то немножечко название не соответствует. Думаю, нет, надо что-то придумать другое. Я даже еще на данный момент и не фотографировала, но я постараюсь, когда буду монтировать видео, вставить вам фотографии. Я надеюсь, что я успею это сделать. И, конечно, для меня этот джемпер получился очень и очень красивым, необычным, легким, мягким, воздушным и теплым. Вот такие итоги. И подводя, так скажем, черту этого уходящего года, я хочу сказать, что для меня этот творческий год был замечательным. И здесь речь идет не о количестве работы, не о количестве килограммов вывязанной пряжи, а именно в том, что я попробовала для себя новые техники. Я попробовала много разной новой для себя пряжи. Я сделала выводы о том, какие изделия для меня более носибельные, чтобы я в следующий раз, если стала бы вязать нечто подобное, чтобы я изменила, какую бы пряжу я другую подобрала. То есть я стала больше все-таки разбираться в составах бобинной пряжи. Я открыла для себя шелк и поняла, что лен и шелк для меня это одни из лучших летних составов. Даже хлопок, он уже у меня на 3-е место сместился. А шелк и вот эти все натуральные составы, они мне стали очень и очень интересны. И я надеюсь, что в следующем году у меня есть еще такая мечта попробовать коноплю с шелком. И я надеюсь, что я обязательно такую пряжу найду и что-то для себя свяжу новое и интересное. Получилось у меня достаточно длинное видео, но я думаю, что вам было интересно вместе со мной вспомнить все мои процессы от начала и до конца этого года, 2025 года. Почему-то у меня такое ощущение, что я про что-то забыла. Хотя я же все записываю, но могу и не записать. Точно, я забыла про 2 изделия. Это про джемпер мятный, который с шишибриковым люрексом связанный, в составе которой есть альпака и палантин, шарфик, скорее всего, крючком, который я связала. А что касается планов, их я не строю. Это не мой формат. Я люблю вдохновлять, творить и создавать. Это гораздо для меня приемлемее, потому что идеи, которые у меня появляются, они, как правило, очень молниеносные. Вот раз она появилась, я хочу. Мне очень нравится вязать, носить свои вещи. И я их надеваю с превеликим удовольствием. Дорогие мои зрители, я хочу всех вас поздравить с наступающим 2026 годом. Я хочу пожелать вам, чтобы в наступающем году все ваши задуманные желания исполнились. Я желаю больше ярких событий, приятных эмоций, радостных встреч. Я желаю вам уюта и гармонии в ваших семьях. Я желаю вам мира и добра. Пусть у вас все получается, все удается.
верьте в себя. Ну а я с вами прощаюсь совсем ненадолго. Мы с вами увидимся в новом году. До новых встреч! Пока-пока!